Привет! Ну что же, настало время заключительного третьего топа к распродаже 11.11 на AliExpress. В этом видео поговорим о беспроводных наушниках стоимостью до $100. А открывает сегодняшнюю подборку великолепная и моя самая любимая модель наушников от Huawei. Конечно же, я говорю о FreeBuds Pro. Несмотря на то, что в местном ритейле эти наушники по сей день имеют стоимость выше $100, вот уже третью распродажу подряд их реально можно купить по очень выгодной цене, в районе 7000 рублей, что делает их мега привлекательными, ведь по совокупности функций, сочетании этих функций, их работе, аналогов за такую стоимость на рынке до сих пор нет. И ключевое выражение здесь именно аналогов в эту цену. Huawei FreeBuds Pro — это основные мои наушники на протяжении вот уже более чем целого года. И не нужно бояться их покупать, если у тебя нет родного смартфона Huawei Honor. У меня никогда не было ни одного, ни второго, и тем не менее эти наушники будут работать полноценно с любым телефоном под управлением операционной системы Android. Абсолютно все имеющиеся на борту функции доступны для каждого, исключением будет разве что всплывающая статусная анимация, ведь это прерогатива все же родных устройств, но все остальное работает полноценно. Превосходно работающее шумоподавление и режим прозрачности не раз меня выручали и продолжают выручать в различных ситуациях и сценариях использования. Отличное сбалансированное звучание, которое еще больше раскрылось со временем, прекрасно работающие встроенные микрофоны и самое удобное управление функциями мультимедиа. Все это лично для меня не имеет аналогов на сегодняшний день, тем более за такую стоимость. Возможно, это все сейчас прозвучало как некая хвалебная ода данному устройству, но что поделать, я и правда в восторге от этих наушников. Они со мной всегда и везде, где бы я ни находился. Их единственный весомый недостаток лично для меня — это саморазряд кейса. Даже когда наушники не используются и находятся просто в кейсе, максимум в нетронутом состоянии, они проживут неделю. За год использования я, конечно, к этому немного привык, но все же думаю, тебе надо об этом знать. Во всем остальном же, как я и сказал, лично для меня это лучшие беспроводные наушники на протяжении всего времени использования и тестирования различных моделей. Ну что же, у нас первый тест наушников Huawei FreeBuds Pro. Вот таким образом они звучат на оживленной, собственно, трассе. Это проспект Мира. Сейчас буду открывать окна, создавать максимум шума. Тут еще едут машины по бокам, так что, в принципе, шума в салоне достаточно. И вот так вот отрабатывают шумодавы в данных микрофонах. Ну что, друзья, раз уж я обещал спросить по полной, я, собственно, это и делаю. Сейчас нахожусь в торговом центре, рядом с фонтаном, здесь очень много народу. Ну а вот дополнительный такой, так сказать, бонусный тест работы микрофонов в наушниках Huawei FreeBuds Pro. Вот таким образом они звучат. На меня сейчас едет вереница фур. Будем слышать, как отрабатывают микрофоны при таком сценарии использования. Следующей парой в сегодняшнем списке значится модель Enco Free 2 от Oppo. И вот на сегодняшний день эти наушники максимально приблизились к моим фаворитам Huawei FreeBuds Pro. При этом очень так упали в цене. На распродаже 11.11 их можно будет урвать за плюс-минус $63. И вот за эти деньги ты получаешь отличную работу режима активного шумоподавления и прозрачности, полноценное управление функциями мультимедиа, годные микрофоны и неплохую автономность при запредельной громкости. Да, в этих наушниках есть практически все, что нужно обычному пользователю. К тому же не так давно с обновлением в них завезли функцию мультипоинта. Наушники теперь могут работать с двумя устройствами одновременно. В фирменном приложении Hey Melody имеется возможность удобной настройки функций гарнитуры под себя, включая индивидуальную регулировку звучания посредством прохождения специального теста. Перед полноценным использованием наушников его обязательно необходимо пройти, ведь помимо очевидного улучшения качества самого звучания при его персонализации под конкретный слух, данная опция повлияет и на работу активного шумоподавления. И вот именно благодаря такой своей функциональности данные наушники можно считать хорошей альтернативой более дорогим Huawei FreeBuds Pro. Как я уже успел отметить, управлять с наушников можно абсолютно всем. И самое главное, жестов на все это дело хватает. Также отсюда никуда не делись и датчики автопаузы. Помимо всего прочего, производитель наделил наушники и рабочим игровым режимом. В своем тесте в популярных шутерах я получил интервал по задержке в 160-200 миллисекунд. Я сейчас по традиции открываю окна. Мне с двух сторон сюда задувает ветер, очень сильный, порывами такими. Ну и примерно можно понять, как тебя будет слышать собеседник при таком сценарии использования. Плюс еще здесь есть такой вот батут, от которого немного шума есть. Но если вы не слышите этого шума, значит, в принципе, здесь шумодавы работают
довольно-таки неплохо. Ветра в парке нет. Еще один тест работы микрофонов в наушниках Oppo Enco Free 2. Я сейчас нахожусь на проспекте Мира, на такой оживленной трассе. Сейчас 7 утра, все торопятся на работу. Ну и примерно можно понять на контрасте, сравнив тест в парке и тест на такой очень громкой, шумной улице. Еще такой ветерочек сейчас сюда задувает. Третьими наушниками в сегодняшнем списке будут One Comfort Buds Pro. Превосходная модель наушников для покупки, причем не только на распродаже. Их обычная стоимость вот уже полгода находится в районе $70. И вот сугубо на мой взгляд, в этом сегменте сценарий ANC режима у данной модели настроены просто отлично. Я проверял их работу в различных условиях, в метро, самолете, машине и на городских улицах. И абсолютно везде работа шумодава Comfort Buds Pro не оставляла за собой никаких вопросов. В наличии имеется 3 градации уровня шума – сильный, средний и шум ветра. Их необходимо самостоятельно выставлять в специальном разделе с функциями управления, который находится в фирменной программе One More Music. Она доступна как для Android, так и для iOS систем. Управлять режимами ANC или включить режим прозрачности можно как из программы, так и с самих наушников. Управление функциями плеера зашито на жесты двойных и тройных тапов. Для выбора доступны переключение треков, управление громкостью или активация плей-паузы. На борту также никуда не делись и датчики автопаузы, работу которых при желании можно отключить. Само же приложение с недавних времен стало полностью на русском языке, так что кого пугал английский, теперь могут про это забыть. Звучат наушники отлично, при этом ничего докручивать или прибирать какие-то частоты необходимости нет. По крайней мере на мой слух в них хватает абсолютно всего. Главное подходящие амбушюры из комплекта выбрать. В коробке их 4 пары и все они мягкие и очень хорошего качества. Громкости хватает с очень приличным запасом, и в своем тесте автономности на 100% громкости я получил результат в 6 часов и 5 минут. Разумеется, в обычном режиме, без шумоподавления. Я сейчас по традиции, собственно, открываю окна. С двух сторон мне сюда задувает ветер, едут еще машины параллельно, собственно, такой загруженный довольно-таки поток. Мотоцикл проехал. В общем, вот так отрабатывают шумодавы при таком сценарии использования. Если ты откроешь окна и будешь ехать за рулем. Проверяем работу микрофонов в наушниках One More Comfort Buds Pro. Вот таким образом они звучат здесь вот в таком вот поле бескрайнем, скажем так. Нашел я ветерочек хороший. В принципе, сейчас можно понять, как отрабатывают шумодавы. При ветре мне вот так вот он сейчас в лицо бьет. Еще одна пара наушников на сегодня, а точнее сразу 2 пары от одного производителя, это Feel CC Pro и свежайший Feel CG Pro. Несмотря на то, что обзор на последние находится в стадии монтажа и выйдет следующим роликом после этого топа, эти наушники у меня на руках уже почти 2 недели, и их рекомендовать к покупке я могу смело. Без сомнения, из всего топа обе этих модели имеют самый необычный дизайн. Помимо внешнего вида, наушники отличились и по функциональности. На борту имеется опция мультиподключения, полноценное управление плеером, включая регулировку громкости, несколько сценариев режима активного шумоподавления и дополнительный беспроводной способ пополнения энергией. И вот все, что я сейчас перечислил, касается как CC, так и CG Pro. Стоят наушники в районе 5000 рублей или плюс-минус $70. В принципе, Feel CC Pro можно урвать даже дешевле. К тому же у них теперь есть для выбора вариант в абсолютно белом исполнении. И тем не менее, эффект активного подавления шума в обеих этих моделях также находится на очень высоком уровне. К его работе у меня вопросов не имеется. Как и у наушников One More Comfort Buds Pro, помимо обычного сценария ANC, здесь есть вариант подавления шума ветра. Оба они работают превосходно и со своими задачами справляются. Чего, к примеру, не скажешь про Ambience режим. Если в случае с моделью CC Pro к режиму прозрачности у меня вопросы были, то в новой модели CG Pro их нет от слова совсем. Здесь потрясающая передача звука окружения. Эффект такой, как будто бы в моих ушах совсем нет наушников. Сейчас я хожу с этими наушниками довольно часто, особенно на улице, и очень радует, как Feel поработали над этим сценарием. В фирменной программе Feel Plus есть 12 готовых пресетов на звук, плюс 3 основных на бас, середину и верхушки. Никуда отсюда не делся и встроенный эквалайзер для ручной подстройки звучания. Запаса по громкости, как обычно в наушниках, много и хватит для любых, даже самых смелых экспериментов. В силу гибкости звуковых настроек наушники подойдут практически под любой жанр музыки. При этом по данной дисциплине из двух этих моделей выделить кого-то одного я не могу. Обе пары наушников играют потрясно.
По части автономности Feel CC Pro в моем тесте отыграли 5 часов и 48 минут, в то время как Feel CG Pro перевалили за отметку в 6 часов. И все это, разумеется, на 100% громкости без активного шумоподавления. Помимо всех перечисленных опций, в приложении для обеих моделей имеются отдельные режимы для игр и просмотра мультимедиа контента. Из весомых отличий могу отметить отсутствие датчиков автопаузы в CG Pro, что лично меня очень расстроило. А также пока эта новинка поддерживается только оригинальным китайским приложением Feel Plus, в то время как для CC Pro есть замечательный мод с полноценным русским переводом. Проверяем работу микрофонов в наушниках Feel CC Pro. Специально остановился на Ярославском шоссе. Здесь очень много машин проезжает. Правда, сегодня погода не особо ветреная, но шума дороги довольно много. Постоянно проезжают фуры, постоянно какие-то легковые автомобили проезжают. И, в принципе, можно понять примерно, как отрабатывают микрофоны в этих наушниках. Ну а вот так звучат микрофоны в наушниках Feel CG Pro. Вот таким образом я сейчас нахожусь. Вот сзади меня это проспект Мира, внизу еще одна дорога. Ну и как-то так примерно это все работает. Так тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать по вот этим наушникам по телефону. Вот, отлично, я поймал, очень хороший ветер сейчас. Прям вообще нормально так задувает. Я нашел это местечко, прямо задувает в оба уха. В лицо мне дует, и вот как-то так, собственно, отрабатывают шумодавы в этих наушниках. Ну а закрывает сегодняшний топ наушников стоимостью до $100 модель, которая, к сожалению, стоит чуть дороже. Но, возможно, с купонами и скидками к отметке в 7000 рублей подобраться все же получится. Ведь сегодня я просто не могу пройти мимо наушников OnePlus Buds Pro. Модель однозначно годная по всем параметрам, и единственное, что лично меня в ней не устроило, это ценник на старте продаж. Как я считал тогда, так и сейчас ничего не поменялось. 130-140 баксов в отношении функциональности для них все же дороговато. Итак, у нас на борту имеется отлично работающий сценарий ANC и прозрачности, и к ним у меня претензий по работе нет. В своем отдельном обзоре я подробно об этом рассказывал. Но самое главное, звучат наушники просто превосходно. По звуку из всего сегодняшнего топа я бы мог назвать их лучшими, несмотря на присутствие здесь Huawei FreeBuds Pro. В любом случае, последний для меня все равно интереснее, и мой экспириенс длиною в год, как бы кто ни говорил, раскачал их звучание. Тем не менее, помимо стандартных аудиокодеков AAC и SBC, OnePlus Buds Pro работает еще и по кодеку с более высококачественной передачей LHDC, но, к сожалению, далеко не со всеми моделями смартфонов. Я бы даже сказал, что данный аудиокодек доступен лишь немногим обладателям флагманов OnePlus 2021 года, а также еще нескольких моделей как родных, так и сторонних смартфонов, к примеру, от тех же Xiaomi. В любом случае, наличие в режиме разработчика твоего телефона поддержки этого самого кодека не гарантирует его работу с этими наушниками. Но справедливости ради, как я уже отметил, по AAC наушники играют отлично. Звук басовитый с очень хорошей глубиной и яркими акцентами. По управлению функциями здесь доступно переключение треков, плей-пауза, активация режимов шумоподавления и прозрачности, а также вызов ассистента. К сожалению, за такую стоимость регулировку громкости производитель почему-то решил не завозить. Датчики автопаузы, разумеется, здесь имеются. Для настройки всех функций у пользователя есть два пути. В смартфонах OnePlus все настраивается в телеоболочке непосредственно в Bluetooth подключениях, а для сторонних смартфонов имеется программа Hey Melody. Она доступна как для Android, так и для iOS систем. Интуитивно тут все понятно и разобраться можно без проблем. Как и в случае с Oppo Enco Free 2, надо пройти тесты на прилегание наушников и на персонализированное звучание. После этого уже можно полноценно ощутить все прелести работы устройства. Как и в случае с FreeBuds Pro, я думаю, будет не лишним развенчать миф о том, что с телефонами сторонних производителей наушники играют тише или как-то хуже. На самом деле это не так. Тестировал их с Poco X3 NFC, Realme Narza 30, ну и с основным OnePlus Nord CE. Звучат они одинаково. Что же касается автономности, то на уровне 100% громкости в обычном режиме без шумодава мой результат составил 5 часов и 22 минуты. Кейс у этой модели поддерживает функцию быстрой зарядки для наушников. Сейчас по традиции открываю окна с двух сторон. Мне сюда порывами здесь вот задувает ветер, и, собственно, вот так вот отрабатывают шумодавы при таком сценарии использования. Довольно сильные порывы, шум от дороги. В торговом центре, если честно, нахожусь, народу здесь не так много. Зашел попить кофейку. Ну и, собственно, решил подснять такой небольшой тестик их работы. Тест работы микрофонов OnePlus Buds Pro. Вот таким образом они звучат на проспекте Мира, на этом шумной такой улице.
тест проходят далеко не все наушники. Одно заценим, насколько они хороши, по крайней мере, теми же Oppo Enco Free 2. Ну что же, вот и подошел к концу мой третий топ по беспроводным наушникам в 2021 году. Теперь тебе осталось лишь сделать свой выбор. Напомню, что отдельные обзоры на все представленные сегодня наушники есть на моем канале. А также мне хотелось бы уточнить еще один момент. Никаких мест я здесь и сейчас не раздавал. Все эти наушники я считаю годными, и что бы ты ни выбрал, в большинстве случаев останешься довольным. Спасибо тебе за просмотр, скоро увидимся. Пока-пока.